Здравствуйте, друзья! Вы на моем канале Дом и сад. Меня зовут Александра. Если вы смотрите это видео, значит ваша капуста, недавно высаженная в открытый грунт, или вовсе не растет, то есть, как говорят, стоит на месте, или растет очень плохо, чем вас очень огорчает. А некоторые капустки, высаженные неделю-другую назад в открытый грунт или неотапливаемую теплицу, и вовсе исчезли из поля зрения. Испарились, что ли? В общем, что-то капусте на вашей грядке явно не нравится, что-то ей портит жизнь. Что ж, поговорим о том, что надо сделать, чтобы капуста хорошо росла и завязывала крупные, сочные качаны. Ведь скоро начинается летний сезон молодой капусты, когда уже надо подавать на стол свежие летние салатики из молодой ранней капустки, выращенной в открытом грунте, которые мы все так любим. Я сейчас поделюсь своими секретами и дам несколько советов, как даже самую маленькую невзрачную рассаду капусты после высадки в открытый грунт или в неотапливаемую теплицу превратить в красивые и здоровые растения, которые будут завязывать огромные аппетитные качаны и тешить вас большим и вкусным урожаем. Я всегда так делаю. Сделайте это и вы. И увидите, как буквально за несколько дней капуста передумает плохо расти и тронется в рост, как бешеная, начнет обзаводиться новыми зелеными листьями, наращивать их объемы и размеры, утолщаться в корне и стебле, пойдет в рост прямо на ваших глазах. Просто сделайте то, о чем я сейчас расскажу, и я уверена, через пару-тройку недель уже будете собирать первый капустный урожай, срезать молодые упругие качаны первой ранней капусты со своей грядки. Почему капуста не растет или плохо растет после высадки в открытый грунт? Здесь может быть целый список причин. Причина первая. Бедная на питательные вещества почва. Королева овощей, как еще называют капусту, любит плодородные, удобренные почвы. Она хорошо отзывается на органические и минеральные удобрения. Причина вторая. Либо недостаток влаги, либо ее переизбыток. Капуста – растение влаголюбивое, она на 90% состоит из воды. Однако избыточная влажность почвы и воздуха губительны для капусты, как и засуха и высокие температуры. Причина третья. Повышенная кислотность почвы. Если грунт у вас кислый, капуста растет очень плохо и не завязывает качаны. И, наконец, причина четвертая. Недостаток солнечного света, затененность участка, где вами была высажена рассада капусты. Теперь наша задача – помочь капусте приспособиться к новому месту посадки, если это возможно, чтобы растение пошло в рост и начало завязывать большие красивые качаны. Если же на некоторые причины повлиять не в ваших силах, например, переместить солнце на небосводе туда, куда вам нужно, то, может, придется даже подумать, в какое другое, более подходящее место на грядке пересадить капусту, пока она еще не начала завязывать мелкие корявые качаны. Шаг первый. Если грунт бедный, заправьте его минеральными и органическими веществами. Поскольку капуста уже высажена, это можно сделать корневыми подкормками. Какие удобрения внести в почву, чтобы капуста хорошо росла? Внесите в почву азотные удобрения, аммиачную селитру или мочевину путем корневого полива из расчета 20 граммов азотного удобрения на 10 литров воды. Под каждое растение требуется примерно пол-литра раствора аммиачной селитры. Если у вас есть органические удобрения, то подкормите раствором коровика или птичьего помета. Первую подкормку капусты органическими удобрениями делают через 3-4 недели после высадки рассады. Используют либо 10% раствор коровика на 10 литров воды 1 литр органики, либо 15% раствор куриного помета на 10 литров воды 1,5 литра курника. Норма органического раствора при первой подкормке капусты органическими удобрениями пол-литра под каждое растение. Подкормки капусты органикой проводите каждые 2 недели. Дозу увеличьте до 1 литра под каждое растение. Можно сделать и комбинированную подкормку капусты и органика, и минеральными удобрениями одновременно. В этом случае дозу каждого вида удобрения следует уменьшить в 2 раза, то есть взять на 10 литров воды 10 граммов аммиачной селитры и пол-литра коровика или 750-800 грамм куриного помета.
Шаг второй. Борьба с повышенной кислотностью почвы. В этом поможет известкование почвы. 300-400 граммов извести на 1 квадратный метр. Гашеную известь обычно заделывают в почву на глубину 20 см, но делать это надо до посадки капустной рассады весной, потому что гашеная известь или пушонка не всегда безопасны для растений. Если же капусту надо спасать срочно, можете внести известь не в полном объеме, а примерно четверть от нормы – 80-100 граммов на 1 квадратный метр площади, и заделать известь не на глубину 20 см, а всего на 4-6 см, взрыхлив грунт обыкновенной сапкой. Также раскислить почву можно и древесной золой. Зола легко раскисляется в песчаные и песчаные грунты. Норма внесения от 100 до 800 граммов на квадратный метр. Чем выше кислотность грунта, тем больше норма внесения. Шаг третий. Обязательно окучьте каждое растение капусты после появления первых 5-6 листов. Капуста умеет сама себя поливать. Она собирает утреннюю влагу, которая конденсируется на листьях, а затем перенаправляет ее в корень. Окучивание – ваша помощь овощу в тот период, когда он только-только приживается на новом месте в открытом грунте. Окучивание капусты помогает в сборе такой влаги, формировании дополнительных корней для питания растения, а также это действенный способ борьбы с личинками капустной мухи, которых этот злостный вредитель откладывает в землю вокруг молодых растений. Отложенные рядом с капустой личинки растут очень быстро. За неделю приступают к обеду капустными корнями. Шаг четвертый. Регулярно поливайте растения. 1-2 раза в неделю. Полив капусты значительно повышает урожай. Под молодые капустки выливают 1-2 литра воды, а в период роста качанов по 3-4 литра в каждую лунку. Полезны обильные поливы капусты из лейки методом дождевания. Они помогают бороться с огородной бложкой. И, наконец, шаг пятый. Поговорим об освещенности участка, где высажена капуста. Если овощ посажен в тени, больших качанов, что бы вы ни предпринимали, не будет. И не надейтесь. В этом случае придется взяться за лопату или другое приспособление, выкопать посаженную рассаду с комом земли и пересадить ее в другое, более освещенное место. Хорошего урожая! И не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях, чтобы как можно большее количество людей увидели этот ролик. Может, и им будет полезная информация о том, как сделать так, чтобы капуста быстро пошла в рост. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся.